Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, что происходит за закрытой дверью психотерапевта, или почему разговор, психотерапия бывает намного эффективнее там, где даже бессильны таблетки. И действительно, по моему опыту, я знаю, что люди достаточно туманно представляют, что такое психотерапия. Иногда можно услышать от человека, обывателя в обычном разговоре или даже среди знакомых в неком диалоге: да что ж там происходит такого особенного, это обычный разговор. Также люди разговаривают между собой, а то еще и с друзьями, это вообще хорошо. Сегодня мы попробуем разобраться, что же это на самом деле психотерапия, что происходит в кабинете за закрытой дверью психотерапевта и почему разговор может быть лечебным. Другое название этого видео я подчерпнула из одной такой книги про психотерапию, где было сказано, чем терапевт отличается от простого хорошего человека или друга, который может выслушать. И действительно часто возникает вопрос, он практически автоматически возникает в голове у человека: зачем нужен психотерапевт, если можно поговорить с другом? И я более того скажу, что не обязательно с другом, можно поговорить вообще со случайным попутчиком в поезде, например. И я уверена, у каждого из вас наверняка есть такой опыт, когда вы встретили попутчика, который расположил вас к себе, и вы разговорились о своих самых сокровенных сложностях и проблемах, потому что почувствовали какую-то общность, потому что вы знаете, что вы выйдете на разных станциях и, скорее всего, больше не увидите друг друга. И такая поддержка действительно может быть, и она важна. Но это ни в коем случае не психотерапия, потому что вы больше, скорее всего, и не увидите друг друга, и каждый из вас просто человек, просто компетентен в тех вопросах, в которых компетентен. Потому что в таких разговорах очень много советов, очень много опоры на собственный субъективный опыт или такое поведение другого, когда другой просто хочет нас утешить. Да, в какой-то момент, да, в нашей жизненной истории это довольно важно и довольно приятно, и может нас действительно поддержать и утешить, но лишь на время. Потому что психотерапия устроена иначе. Психотерапия выстраивается как некий долгосрочный диалог, где исследуются проблемы человека и ее причины, и выстраиваются способности, и происходят другие вещи, о которых буду говорить дальше. И по этому поводу хочется рассказать такую притчу про человека, который пришел к мастеру и сказал: мастер, моя золотая чаша стала совсем грязной и потускнела, сделай так, чтобы она снова блестела. Мастер начал аккуратно очищать чашу, но человек заметил, что делает он это очень медленно, очень тщательно и очень глубоко, на что он возразил: нет, давай не так, давай вот по-другому, быстрее, и главное, чтобы блестела. На что мастер ответил: если я натру ее только сверху, она будет блестеть лишь несколько дней, потом снова потускнеет, потому что грязь внутри останется. И психотерапевт в каком-то смысле делает такую же работу, или его психотерапевтическая работа похожа на эту работу. Он помогает не просто отполировать поверхность, а постепенно разобраться с тем, что находится глубже. И я вспоминаю историю одной женщины, которая пришла ко мне на прием, тяжелый жизненный кризис, и с порога заявила, что: доктор, мне не нужны никакие советы, мне нужно просто, чтобы меня выслушали. И когда мы начали разговор, она очень сильно разрыдалась, так разрыдалась, что сама испугалась и удивилась своей реакции. Что здесь произошло? Здесь произошло такое очень важное для психики состояние. Ее психика интуитивно выбрала способ отреагировать. Ей нужен был свидетель ее боли и безопасное пространство, и она нашла его. Иногда именно это становится первым шагом к восстановлению. Возникает вопрос, как вообще возможно, что разговор может помочь там, где иногда бессильны лекарства, бессильны таблетки. Если говорить упрощенно, фармакология работает с симптомом. И в предыдущих видео я уже говорила об этом феномене, и вы можете прослушать эти видео. А психотерапия работает с причиной. Что еще важно сказать про психотерапевтический процесс? Важно сказать, что в этом процессе формируется
определенного рода атмосфера. И есть несколько важных факторов, благодаря которым психотерапия работает. И эти факторы относятся именно к пониманию этой атмосферы, которая возникает в процессе работы, в процессе психотерапии с человеком. Это атмосфера безопасности. А дальше это эмпатия или эмоциональная компетентность терапевта. Именно атмосфера безопасности формируется тогда, когда человека воспринимают таким, какой он есть, выслушивают без оценки, без осуждения, и очень постепенно, очень бережно в терапии продвигаются к неким интерпретациям, которые позволят делать изменения в личности, в психике, в способностях человека дальше. А эмпатия как эмоциональная компетентность терапевта, такое свойство, о котором я тоже говорила в предыдущем видео, как выдерживать чувства, эмоции и порой довольно сильные переживания человека, не проваливаясь в собственные переживания, не забывая, что кто есть кто в данном пространстве. И следующее, что относится к атмосфере в психотерапии, это понятие поля. Это не какое-то эзотерическое понятие, это понятие пространства, поля, которое можно охарактеризовать как такой стиль взаимоотношений, где тебя выдерживают разным. И в психотерапии есть еще очень важный фактор, который называется психотерапевтическими отношениями. Это особая форма контакта между терапевтом и клиентом, которая отличается от обычной формы контакта в обычной жизни, где мы сталкиваемся с собственными оценками, осуждением, советами, когда мы их не просим или не ожидаем, либо просто какими-то ожиданиями от других людей, как мы должны поступить, какие мы должны быть. В психотерапии задача диаметрально противоположная. Психотерапевт старается создать пространство, где человек может исследовать свои переживания, исследовать свои страхи, исследовать свои особенности, свои взаимоотношения с чем-либо, с кем-либо. И он ни в коем случае не встретится ни с осуждением, ни с критикой, если он правильно выбрал психотерапевта. Это видео я тоже записала, и вы можете с ними ознакомиться и узнать критерии, по которым вы сможете правильно выбрать хорошего, эффективного для вас специалиста, терапевта, психолога, терапевта, психотерапевта, врача. И иногда человек впервые в жизни получает такой опыт таких отношений, где его слушают, где его не перебивают, где его поощряют, где пытаются понять досконально, внимательно и не пытаются изменить силой. И этот опыт становится очень ценным и приносит много не только удовольствий, но и инсайтов для человека. Потому что в обычной жизни мы чаще вынуждены подстраиваться под других, скрывать свои переживания, стыдиться, бояться, потому что мы рискуем быть непонятыми, мы рискуем быть отвергнутыми, мы стараемся соответствовать ожиданиям, и это очень утомляет. В этом рождается очень много напряжения, и, естественно, ни о какой такой вентиляции чувств и психотерапевтической динамики не может быть и речи. А в терапии появляется пространство, где можно говорить без оценки и без осуждения. Дальше я хочу поговорить с вами о том, что происходит в процессе терапии. Хочу сказать, что процесс терапии порой бывает нелинейный. Он выстраивается постепенно, и постепенно формируется доверие, когда человек начинает исследовать себя глубже, и появляется возможность работать глубже. Когда открываются скрытые до этого чувства, переживания, проблемы, человек учится по-новому решать свои проблемы, он узнает те способности, которые нужно выстроить, может быть, как-то по-новому, может, какие-то способности очень сильно развиты, и наоборот, их нужно меньше выражать, да, меньше проявлять. И иногда это выглядит очень просто, но на самом деле это глубокий внутренний процесс, да, который занимает
определенный период времени. Чему человек учится? В терапии человек постепенно учится. Постепенно учится говорить о себе правду. И это очень интересный такой процесс. И я его испытала в собственной личной терапии, когда ты выходишь на какой-то уровень искренности и понимаешь, что ты сейчас становишься чрезвычайно уязвим, но ты уже способен это вынести, предъявить другому, но пока способен только в рамках психотерапии. Это уже аллилуйя, это уже здорово, прекрасно. Вот. И я помню, как у меня потели ладошки, стучало сердце, когда я вот именно становилась уязвимой и говорила о себе правду терапевту. Чему еще человек учится? Он учится признавать свои чувства, что-то отпускать, что-то оплакать, учится переносить разочарование, принимать свои ограничения, наращивает различные свои психологические способности. Не буду на этом останавливаться, иначе это будет очень долгое видео. И все эти психологические способности, они будут звучать в моем контенте всегда. И находить новые способы действовать. И постепенно появляется главное условие осознанной жизни – это выбор. Что еще важно сказать о процессе психотерапии, что происходит в процессе психотерапии не только за закрытой дверью психотерапевта, но и когда клиент выходит после психотерапии и проживает жизнь самостоятельно до следующей встречи, до следующей сессии, или наоборот он только стремится найти специалиста, найти психотерапевта, или наоборот он только начал поиск своего психотерапевта и испытывает некие ошибочные ожидания. И вот есть несколько распространенных таких заблуждений или ошибочных ожиданий от психотерапии. И первое такое распространенное ожидание – это то, что психотерапия – это некая волшебная таблетка. Вот я сейчас пройду несколько сеансов встреч с психотерапевтом, и моя жизнь изменится просто по мановению волшебной палочки, изменится все, и я все улучшу. То есть некоторые люди надеются на то, что психотерапия быстро даст результат и изменит быстро их жизнь кардинальным образом, и они получат то, что долго не могут получить, и вот как будто это некое волшебство. Но это так не работает. Второе такое заблуждение или ошибочное ожидание – это то, что в психотерапию приходит человек изменить другого, и он прям может так и говорить в своем запросе: сделайте так, чтобы другой человек изменился, например, чтобы другой осознал что-то, и здесь можно все что угодно говорить, просто чтобы осознал, что так вот больше делать нельзя, бросил что-то делать, перестал как-то так себя вести другой человек, перевоспитался наконец, но психика работает по-другому, и психотерапия работает прежде всего с самим человеком. Вот как-то другого на расстоянии, вот силой мысли или через другого, через желание другого изменить невозможно, и вообще здесь сделать что-либо совсем невозможно. Это скорее история про этого человека, который пришел с этим запросом. Вот с этого можно уже начинать терапию с этим человеком, если он пожелает. И третье такое ошибочное ожидание – это такое умозаключение, что вот я знаю способ решения данной проблемы, и этот способ самый лучший. И вот он меня так долго выручал, он работает, он работал раньше, и человек хочет решить проблему тем же способом, который ему знаком, например, избегать что-то. И вот он в сессии с терапевтом может говорить, что вот я буду так же вот делать, я буду тише воды, ниже травы, не высовывайся, не отсвечивай, еще разные вот такие термины говорят. Да, нет, это старый способ. Или другой способ, как бегство в работу, то есть берет новые формы занятости для того, чтобы не решать, допустим, сложную ситуацию, которая возникает и у него в другой сфере его жизни. Но именно новые способы мышления и поведения часто открывают
новые возможности, возможности для изменений. И по этому поводу тоже есть такая восточная притча, что если ты хочешь получить какой-то другой результат или что-то новое в своей жизни, или новое качество в своей жизни, то ты должен изменить тот способ, который перестал работать, тот способ, которым ты действовал до этого, но не получал. И следующий такой очень важный момент для психотерапевтического процесса — это такой вопрос, сколько длится терапия. И очень часто клиент с порога и задает такой вопрос: сколько, доктор, скажите, или там психолог, да, скажите, сколько нужно сеансов, чтобы эта проблема решилась и исчезла, и так далее. И по моему опыту это невозможно сказать, это очень опрометчиво обещать человеку называть какую-то цифру и приступать к работе, потому что ответ на этот вопрос может быть очень разным. И, скорее всего, лучше этот ответ давать через несколько сессий, когда специалист, да, это я говорю о своих умозаключениях, понимает, что за человек, структура личности и что за проблема и что за запрос. То есть ответ может быть действительно разным. Для кого-то это несколько месяцев, для кого-то это более длительный процесс, потому что психотерапия может быть не только лечением, но и процессом самого исследования и развития личности. Ну и так, в заключение хочется сказать, что психотерапия — это не волшебство, это не набор техник и упражнений, которые нужно выполнять и приносить как прилежно выполненный урок на следующую сессию, хотя это тоже приветствуется, и такое бывает, и в таком методе работают психотерапевты. Ну или в каком-то моменте психотерапевтическом с клиентом такое бывает. Но прежде всего это пространство, где человек постепенно начинает понимать себя. Он учится видеть свои чувства, свои реакции, свои привычки. И это прежде всего психотерапевтические отношения, психотерапевтический альянс, о чем я говорила раньше. И самое главное, в процессе психотерапии человек получает выбор. И здесь на ум приходит такая цитата Виктора Франкла: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве находится наша свобода». И выбор, как реагировать на трудности, как строить отношения, как действовать в жизни, это отчасти и есть свобода. Иногда этот выбор кажется маленьким, просто сказать «нет» там, где долго не решался. Это очень маленькое важное слово. Иногда этот выбор огромен. То есть это какие-то большие изменения работы, отношений или даже изменения, которые касаются всего образа жизни. И каждый раз, когда человек делает этот выбор осознанно, он становится свободнее и сильнее. В этом и есть суть психотерапии: не давать готовых ответов, а помочь человеку найти свой путь и действовать самостоятельно. Поэтому психотерапия — это прежде всего путь личного развития, путь дисциплины, путь терпения, путь внимательного отношения к себе. И этот путь на самом деле может быть бесконечным. И каждый, кто его проходит, получает самое ценное — свою свободу, свободу выбора. Представьте, что вы стоите перед закрытой дверью, и их вокруг вас несколько. Раньше кто-то всегда за вас решал, какую дверь открыть и когда. А психотерапия открывает вам возможность выбирать самому. И именно это делает человека настоящим хозяином своей жизни. Благодарю вас за внимание. До следующего видео.